Вот мы уже едем полдня к нашему объекту. Сейчас будет наша станция. Мы выйдем и еще примерно несколько километров будем идти пешком до, собственно, объекта. Находится он очень далеко, но мы засядем там на несколько дней. Вот, взяли с собой целый рюкзак еды, видеооборудования. Будем снимать интересный контент. Мы сошли с поезда и сейчас направляемся в сторону объекта. Идти еще несколько километров, а сам объект представляет из себя заброшенные выработки шахты. На тот момент я еще не осознавал всей специфики шахт и наивно полагал, что это будет не сложнее, чем полазка в метро. В дальнейшем это сыграло ключевую роль в нашем походе. Первое, что меня поразило, это глубина ствола шахты. Дна не было видно. Спуск, который должен был занять, по моим расчетам, не более 20 минут, продлился около часа. Фух, ребят, наконец-то мы спустились в сам объект. Мы преодолели высоту 120 метров, ведь глубина заложения данных гипсовых шахт приблизительно 120 метров. Здесь должно располагаться зернохранилище Росрезерва, вот, по крайней мере, то, что от него осталось. Давайте вообще посмотрим, насколько сохранилось это место. Кстати, раскрою тайну, постараемся найти сегодня действующую его часть. Может, у нас получится. А вот, кстати, здесь когда-то ездили вот такие вот погрузчики, но, как видите, их забросили. Давайте посмотрим, что вообще здесь сохранилось. Что интересно, на входе сразу же любители дига узнают, это просто артефакт офигеннейший. Желтая герма. Блин, ребят, зацените просто ее размеры. Это что-то невероятное. Вот это я, да, а вот это вот герма. Смотрите, я могу попробовать на нее залезть, чтобы вам был лучше понятен ее масштаб. Вот, смотрите. Вот это человек, а вот это вот герма. Дальше вы еще увидите офигенно здоровые выработки, высота которых будет достигать 15 метров. Поехали! Самый лучший способ передать масштабы данного сооружения – это показать его в движении. Оно состоит из блоков, ширина которых около 20 метров, а высота около 15. Протяженность же их составляет около километра. Всего к хранилищу относится 19 таких выработок, а также целая система разветвленных ходков и технических помещений для обслуживания объекта. Хранилище было создано в 80-х годах на основе выработок крупнейшего в Европе гипсового рудника. Поскольку в шахтах естественным образом поддерживается стабильная температура и низкая влажность, они являются идеальным местом для стратегического хранения ресурсов. На этих стеллажах находятся конвейеры для зерна. Зерно вообще подается через шинокообразную горку, прямо со ствола. Подается на конвейер и вот сюда вот. И тут уже распределяется по ящикам для хранения. Это остатки зерна, которое когда-то здесь хранилось. Оно еще даже в нормальном состоянии. Сколько лет тут лежит и совсем не испортилось, не заплесневело. А в этом блоке находится как раз депо для техники. Здесь все, что осталось от механики, машин и погрузчиков, которые обслуживали хранилище. Тут ржавеет разнообразная техника, которая использовалась здесь для обслуживания помещений. Для доставки ящиков, грузов от ствола к месту хранения. А здесь находились приборы для управления системой вентиляции. Здесь можно было подойти и включить вентиляторы, чтобы они выдували грязный воздух из тоннеля.
механика. Все, что нужно для того, чтобы починить машину. В одной из выработок нами была обнаружена колоссальных размеров решетка, полностью перекрывающая собой проход куда-то дальше. Внимательно ее осмотрев, мы начали строить предположение, что же может за ней находиться. Этот замок, судя по виду, не открывался уже очень и очень давно. Интересно, что же может быть вообще за этой дверью? Заброшенные выработки шахты или действующий объект Росрезерва? Недолго думая, мы направились на поиски прохода и вскоре обнаружили затопленный тоннель, идущий в нужном направлении. А вот здесь уже начинается затопленная часть. Опа-на! Тут уже глубоко. Попробую сейчас добить фонариком туда. Смотри, там уже, по-моему, выше. Видно и берег. Смотри, там, где была решетка, здесь можно пройти дальше. Так, мы сейчас в первом блоке уже, если мерить по уровню второго блока, где мы уткнулись в решетку, мы находимся за ней. Если найдем сбойку во второй блок и посмотрим, что там, будет вообще шикарно. А эта сбойка уже не забутована. То есть отсюда можно попасть за решетку во второй блок. Вот и ответ на вопрос, что же находится за решеткой. Эти ворота заперты на засов с той стороны. И за ними находится как раз та самая дверь, про которую мы никак не могли понять, куда она ведет. Как оказалось, это даже не заброшенные выработки шахты и никакой не действующий объект, а та же самая законсервированное хранилище. Судя по карте, мы находимся вот здесь вот, на выходе с 4-го блока, и идем в сторону южного ствола. А это вторая шахта в сооружении. Она уникальна тем, что имеет подземный механизм подъема. Вот вы видите это колесо, через него должен проходить трос и уходить в машинное отделение. Зачем вообще для шахты нужно подземное машинное отделение? Это сделано на случай глобальной катастрофы, чтобы в случае чего, в случае разрушения поверхностных сооружений, все равно работал подъемник. Собственно, эти катушки и приводят в движение подъемник, который вы только что видели. Приводятся в движение они мощными электродвигателями, которые находятся здесь. Все это помещение представляет из себя машинное отделение большой шахтной клети. В шахте осталась масса интересных и неизведанных мест. На нас хватило только на 10 часов исследований. По большей части сыграла роль то, что я недостаточно тепло оделся, да и к тому моменту накамерный свет уже разрядился. В целом, мы, уставшие и промокшие после пройденных километров тоннелей, приняли решение подниматься на поверхность. На этом наш полаз закончился. Не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. Всем пока!